Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не перестаю вас благодарить. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы подписаны на видео для спонсоров. Сегодня я хотела бы с вами немного посекретничать, поговорить про бытовой психоанализ, немного поиспользовать в собственных целях эти знания. Кстати, мы этой осенью решили сделать школу психоаналитиков. Так что если вы прошли хотя бы один сталкер, то вы можете прийти на эту школу психоаналитиков. Там я буду обучать конкретно, как проводить психоаналитические сессии. Сегодня такой маленький кусочек от этого тортика я вам приготовила. Что происходит, когда мы входим в контакт? Аналитик – это тот человек, который может видеть большее в моменте, в котором обычный человек этого большего не видит. То есть наше вхождение в контакт нами чаще всего осуществляется абы как получится, как игральные кости, которые выкидываются, и вот то, что из них выпадет. Но часто бывает так, что нам важно, какое отношение будет у человека, с которым мы входим в контакт. Важный контакт. И для того, чтобы создать выгодный для себя контакт, надо знать небольшие секретики. Вот, например, когда человек идет на переговоры, то он зачастую привязан к той бумажке, по которой он что-то будет говорить. Хотя гораздо важнее его эмоциональное состояние. Можно написать гениальный текст, но если ты не уверен в себе, если ты с таким блеющим, как овечка, голосом, то ты не сможешь никого убедить. И именно возможность опираться на себя, быть уверенным в себе, понимать, что с тобой происходит, позволяет и достигать большего в жизни. Итак, контакт. Когда мы входим в контакт, то наш инстинкт самосохранения хочет быстренько все порешать. То есть ему надо быстро вынести суждение, кто перед нами. И фактически нам надо тормозить свой инстинкт самосохранения, который, вынеся суждение, хочет повесить ярлык и, для себя все поняв, дальше катиться по каким-то из рельсов, выбрать какую-то субличность. Мы же тоже входим в контакт не совсем искренними. Мы входим под какой-то маской, играя какую-то роль. Точно так же происходит и у другого человека. Он точно так же будет играть какую-то роль. И мы фактически общаемся не собой, а выбранными нами для общения персонами или персонажами. И это необходимо учитывать. То есть говорят, вот первое мнение, какое сложилось, такое и правильно. Не всегда. Даже я бы больше сказала, никогда. Мне, например, для того, чтобы понять, кто мой клиент, мне надо полгода. Мы прячемся, мы создаем эту формальность, и нам достаточно сложно реагировать на спрятанность другого не как на реакцию на себя. То есть в тот момент, когда мы входим в контакт, наша эмоциональность повышается, потому что небезопасно. И мы похожи на такую деревянную бочку, которую металлическими обручами наше сознание пытается удержать, чтобы мы не рассыпались, не развалились, то есть не утонули в собственных эмоциях. И это сдерживание, оно будет создавать ощущение формальности. То есть другой человек будет казаться холодным и отстраненным. Хотя по факту он находится под большим толстым слоем контроля, который ему не дает рассыпаться. Может быть и обратное поведение, когда человек другой идет стремительно в контакт. Он сметает все барьеры. Обычно люди говорят: перейдем на «ты». Или там: можно тебя обнять. Вот такое быстрое вхождение в контакт, оно
создает иллюзию безопасности. То есть, если я для тебя не чужой, если я для тебя стал родным, то ты на меня не нападешь. Таким образом, мы пытаемся успокоить, угомонить наш инстинкт самосохранения, который на любого чужого реагирует с опаской. Вот любое животное, оно на входящего чужого реагирует с опаской. Те животные, у которых менее нарушено чувство безопасности, они быстрее идут в контакт с чужими людьми. Те, у которых нарушено, они будут прятаться, и им надо более длительное время. То же самое в начальном контакте. И важно не воспринимать реакцию другого «давай я тебя обниму» как собственное великолепие, такой прекрасный, что меня сразу хотят обнять. И напротив, не воспринимать отчужденность другого как собственное невеликолепие. Реакция другого к нам не имеет никакого отношения. Это процессы этой личности. В первоначальном контакте нам помогут с вами комплименты. Не только женщинам, но и мужчинам. В чем сила комплимента? Там, у вас хороший парфюм, или какой приятный цвет галстука, или же какая у вас бижутерия, или же вы прекрасно выглядите. Этот комплимент, он нужен не только другому, но и нам. Он снимает и наше напряжение. Что происходит? В контакте мы больше всего боимся, что нас отвергнут, что нас не примут. И вот этот момент отвержения как раз-таки комплимент и сглаживает. Комплиментом мы говорим: я тебя принимаю, ты мне нравишься, я тебя не отвергаю. И таким образом напряжение другого человека снимается. Он выходит из режима, боевого режима готовности к отражению атаки. Когда сходит напряженность другого, то наш инстинкт самосохранения тоже будет успокаиваться. Потому что если другой менее напряжен, мы тоже начинаем менее напрягаться. Наш внутренний зверь реагирует на другого как не на такого опасного, если он более расслаблен. Поэтому не жадничайте. Учитесь видеть люди хорошие. Я не предлагаю вам это как манипуляцию или же врать ни в коем случае. В каждом человеке есть что-то хорошее, и это поможет вам и вашему собеседнику, и вам облегчить этот контакт. Второе. В контакте мы чаще всего хотели бы быть важными. И наша важность – это тоже защитная реакция. Вот на важность другого не стоит реагировать как на то, что он там хочет доминировать, или что он такой прекрасный. Люди начинают важничать для того, чтобы скрыть собственную неполноценность. А в неполноценность мы попадаем от страха, когда нам страшно. И когда мы видим, что мы начинаем важничать, как это говорят, с понтами заходить, или же начинаем видеть, что другой важничает, то это не стоит воспринимать буквально. За этим что-то стоит. И поэтому демонстрация собственной уязвимости, она тоже успокаивает инстинкт самосохранения другого. Ну, например, когда человек может признавать какие-то свои ошибки, вот прямо в первом контакте, когда он говорит, что так бывает, я опаздываю. Или он говорит: у меня тоже были неудачи. Или он говорит: я боюсь, что у меня не получится. Или там: я волнуюсь. Я тоже волнуюсь в нашем знакомстве с вами. Вот малейшая демонстрация уязвимости, она тут же тоже снимает напряженность, и наши звери внутренние, они успокаиваются. Невозможно их проигнорировать. Наш внутренний зверь, он мобилизирован на новое, неизвестное, а значит опасное. И в первую очередь необходимо успокоить его. Наш внутренний зверь захочет быстро понять, кто сверху, кто главный. И вот это желание тут же распределить роли в контакте, кто сверху, а кто снизу, или же
Если он там начальник или он руководитель, надо ему, значит, сразу позицию сверху отдать, чтобы вот чтобы ему демонстрировать собственное раболепие. Когда мы предлагаем себе такую роль и нашему собеседнику роль, а иногда мы же, наоборот, заползаем на верхнюю точку и предлагаем другому униженное положение, то в этот момент мы теряем контакт с реальностью. Мы уже не в реальности, не в собственном реальном «я». И такое положение, оно будет уязвимым. Если я доминирую, я буду уязвимой, потому что другой захочет меня свергнуть, или же другой будет бояться, или же будет сдерживать агрессию. Если я предлагаю себе позицию «я ниже», то таким образом я вообще уязвима. Другого зверь будет начинать отжимать свои позиции. Поэтому вот этот фокус, не лезу ли я сейчас в доминирование, или же не спускаясь я в подчинение, необходимо все время держать, особенно при новом контакте. Потому что если отношения в контакте сложились, перестроить их потом будет гораздо тяжелее. Пребывание в реальном «я», в отдельности, то есть желание доминировать или же подчиняться, возникает в тот момент, когда мы затаскиваем другого человека в наш мир. То есть фактически идем в слияние. Если мы не пошли в слияние, если мы остаемся в своих границах, в своих берегах, мы помним, кто мы, по какому поводу мы здесь, то тогда это нахождение в реальном «я» позволяет нам быть адекватными. Оно будет давать и поменьше эмоций. И еще один момент, который бы я хотела озвучить, это понимание, не находишься ли ты сейчас в жертве или в агрессоре. Особенно, когда это какие-то дебаты, это какое-то выяснение. Вот нам надо, например, с группой людей принять общее решение. И в принятии этого решения мы можем попасть именно в ситуацию или жертвы, или же озлобленности. Это может быть и в прояснении отношений с близкими людьми. Жертва, она всегда страдает, мучается, ей больно, а озлобленно он всегда давит и агрессирует. Это тоже невыгодная позиция, потому что она будет запускать громадное количество процессов у других. То есть если вы пришли, знаете, как можно понять, что вы в жертве? Пришли близким рассказывать: ой, это было так ужасно, я так намучилась, я столько терпела, всех этих идиотов, а я такая прекрасная, я такая умная, а они все такие, такой отстой. Да, вот это такая токсичная жертва, которая обесценивает всех, но вот она при этом страдает. Или же вы рассказываете: да они меня бесили, да эти придурки, да сколько можно. Это состояние озлобленности. Но в рассказе нам это видно, а вот надо научиться понимать в момент пребывания с группой людей или в контакте с одним человеком, в каком ты состоянии находишься. Все, что я сейчас рассказала, важно и для того, кто практикует. Все это применимо в практике. Когда я наблюдаю сессии, которые проводят молодые психоаналитики, то я все это вижу. Вижу про кто лучше, вижу желание доминировать, и не всегда даже психоаналитик лучше. Иногда он предлагает себя как обслуживающего и подчиняющегося, или же предлагает себя, наоборот, как вещающего. То есть все эти правила можно запросто использовать, если вы проводите психологические или психоаналитические сессии. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои мысли по поводу этого ролика. Продолжайте то, что начала я, развивайте мысль. Я напоминаю вам, что у нас еще там осенью будет школа психоаналитиков, это да, а в конце августа состоится школа дела, развитие потенциала личности. Программа уже есть на сайте. Будем учиться с вами не только развивать потенциал, но и монетизировать его. Каким образом и заниматься любимым делом, и получать за это достойный заработок. Я с вами прощаюсь. До встречи.